Всем привет, это Happy Customers. Здесь мы рассказываем про технологии в клиентском обслуживании без слайдов и проектора. Не переключайтесь, ваш просмотр очень важен для нас. Наступил Новый год, и пока все отдыхали, мы общались с аналитиками, изучали отчеты, и сегодня представляем вам главные технологии в области клиентского обслуживания в 2022 году по мнению экспертного сообщества. Поехали! Искусственный интеллект. Под ним в данном случае понимают технологии распознавания и синтеза речи, а также машинное обучение и нейросети. Давайте разберемся, как же их используют. Все мы очень устали от устаревших многоуровневых лабиринтов голосовых меню. Нажмите 1, нажмите 2, 3 тоже нажмите, повисите минут 5. Для компании это тоже дополнительные расходы, потому что пока вы слушаете меню, компания платит деньги за толтри трафик. Это около 3 рублей за минуту. Использование распознавания речи позволило задавать звонящему открытый вопрос, как я могу вам помочь, и сразу же направлять обращение в нужную ветку IVR или группу операторов, что с кнопочным IVR заняло бы несоизмеримо больше времени. Расскажу пример из жизни. Недавно мне нужно было купить отдельное место в самолете для ребенка. Но на сайте авиакомпании такая опция была доступна только для детей с 2 лет. Чтобы решить вопрос, мне пришлось сначала 20 минут ждать ответа оператора, который перевел меня на группу бронирования, где я провел в очереди еще 20 минут. А потом же меня соединили с выделенным специалистом, который смог помочь. Если бы я позвонил и сказал, я хочу купить отдельное место для ребенка до 2 лет, и меня сразу бы перевели на нужного сотрудника, то и я, и авиакомпания сэкономили почти час времени. Привет, TAP Airlines. Кстати, именно так сделала испанская авиакомпания Iberia, которая полностью передала первичное общение в колл-центре на сайте в руки роботов. Да, так можно автоматизировать не только определение тематики звонка, но и любые голосовые и текстовые сервисы. Например, робот Олег в банке Тинькофф обрабатывает более 80 различных тематических запросов. Например, пополнить счет, отменить операцию, заблокировать карту и другие просьбы клиентов. По статистике банка, чаще всего люди обращаются, чтобы узнать баланс и оформить или активировать новый продукт. Также много звонков поступает с просьбой посчитать сумму платежа по кредитке, отправить платежный график или закрыть кредит досрочно. Поаплодируем роботу Олегу, ведь он такой один. Раз искусственный интеллект может полностью понимать человека, почему бы ему самому не начать звонить клиентам? Многие компании успешно используют роботов для проведения различных опросов, оповещений, подтверждений. Ряд финансовых организаций создают полностью автоматизированные кампании для проведения продаж или взыскания. Звонят клиентам, чтобы подтвердить подозрительные операции или с целью проверки места работы и дохода заемщика, указанного в анкете на кредит. Не отстают и представители сферы торговли. Многие компании успешно передают роботам процесс обзвона кандидатов и проведения с ними небольших первичных собеседований. HR-боты звонят соискателям с целью выяснения опыта аналогичной работы в прошлом, а также подтверждения, что указанная зарплата и место работы им подходят. Таким образом, компании в разы сокращают ручной труд и оставляют людям только финальную стадию приема на работу, где, я уверен, скоро появятся и свои роботы. Все сказанное справедливо не только для голосовых обращений, но и для обработки любых текстовых коммуникаций. Боты умеют общаться в чатах на сайте, в WhatsApp, Телеграме, отвечать на электронные письма, а также сами стучаться к вам в мобильное приложение, пока вы спите. Как в страшном сне, да? Наверняка вы скажете, вообще-то первое устройство для распознавания речи появилось в 1952 году. Оно могло распознавать произнесенные человеком цифры, а в колл-центрах распознавание начали использовать больше 10 лет назад. Какой же это мейнстрим? Да, но правда заключается в том, что, во-первых, пандемия значительно ускорила использование роботов, потому что поток обращений в контактный центр вырос в разы. Качественно обслужить это собственными силами стоит очень дорого. Нужно увеличивать штат сотрудников на десятки процентов или использовать автоматизацию. Во-вторых, компании получили полноценную обратную связь от клиентов, и теперь стало намного понятнее, где именно стоит использовать роботов, а где операторов. Например, робот может успешно проконсультировать по задолженности или экстренно заблокировать карту. Но вопрос реструктуризации ипотеки лучше доверить человеку. Также люди разного возраста и пола по-разному реагируют на роботов, поэтому их использование стали сегментировать и по этим признакам. Например, компания Affinity полностью построила свой бизнес на помощи компаниям в поиске идеальной пары оператор-клиент для повышения вероятности успешной продажи по телефону. Вот такой вот Тиндер для бизнеса. Наконец, технологии уверенно развиваются. Качество распознавания стало еще выше, количество поставщиков технологий постоянно растет, нейросети умнеют, а последний голос от компании Яндекс уже просто неотличим от человека.
Звоню вам, чтобы подтвердить запись на консультацию у врача-хирурга сегодня в 11:00. Кстати, банк ВТБ уже использует его в мобильном приложении, о чем компания Яндекс выпустила пресс-релиз. Почитайте по ссылке в описании. Все сказанное, а также значительная экономия, которую приносят роботы компаниям, и поддерживает тренд по использованию распознавания речи в контактных центрах. Следующая область, где используются эти же технологии, это аналитика. Современные компании содержат большие команды дата-сайентистов для анализа всех коммуникаций клиентов. На сайте, в приложении, офлайн-точках продаж. Но так случилось, что именно контактный центр генерирует огромный массив разговоров и переписки, содержимое которых традиционно анализировалось не очень глубоко. В основном служба качества выборочно контролировала звонки или чаты операторов, чтобы оценить их работу. Но чтобы проанализировать все коммуникации, нужен огромный штат аналитиков, иногда соизмеримый с самим контактным центром. Именно поэтому технологии распознавания речи легли в основу систем, которые самостоятельно анализируют весь массив записей, формируют облако наиболее частых слов, связей, находят ключевые слова, в том числе нежелательные, или упоминания конкурентов. Также роботы ставят оценки за разговор, понимают, поздоровался ли оператор, следовал ли он скрипту или импровизировал. Это, конечно, давно не инновации, и многие компании успешно используют такую аналитику в работе, но это не все. А что же дальше, спросите вы? А дальше искусственный интеллект позволяет решать такие задачи, как поиск корневых причин обращений или понимание, что именно влияет на успех взаимодействия с клиентом. Например, можно одновременно проанализировать тысячи успешных и неуспешных аудиозаписей продаж по телефону и, наконец, понять главные составляющие успеха. Возможно, окажется, что это определенная эмоциональная окраска речи оператора, хорошо составленный скрипт или вышеупомянутая идеальная пара оператор-клиент. А могут ли роботы анализировать речь в процессе разговора? Да. Еще одна область использования – это онлайн-помощники. Робот вместе с оператором в фоновом режиме слушает разговор и в то же время ищет информацию о клиенте во всех информационных системах. Как результат, помощник может понять и подсказать оператору, что данному клиенту давно пора предложить премиальное обслуживание или кредитную карту. А может быть, клиент в зоне риска и может покинуть компанию, потому что на протяжении полугода постоянно оставляет жалобы на сайте и в социальных сетях. Похожее решение уже представила компания Google, оно называется CC AI, но не отстают и отечественные разработчики. Например, компания Vox Implants совместно с компанией SenseMaking Lab представила решение, которое по ключевым словам в разговоре ищет необходимую информацию в базе знаний и автоматически предоставляет ее оператору на экран вместе с наиболее подходящим скриптом разговора. Ха-ха, старая добрая уникальность, слово, без которого не обходится ни одна презентация, по поводу которого больше всего споров о его значении. Кто-то говорит, что Omni – это большее количество каналов по сравнению с мультиканальностью. Кто-то подразумевает под омниканальностью только не голосовые каналы. Но я бы выделил следующие признаки этой модели. Во-первых, это определенный набор каналов. Кроме традиционных голоса и чата, это мессенджеры, мобильное приложение, социальные сети. И что важно, вне зависимости, по какому каналу вы обратились в компанию, ваши впечатления должны не сильно отличаться. Перечень вопросов, которые можно решить, или операций, которые можно совершить, должен быть одинаковый, так же, как и затраченное на это время. Во-вторых, это понимание контекста обращения. Если упростить, то это попытка предсказания причины, по которой клиент обратился в компанию. Например, неуспешная оплата товара в приложении или полученная информация об изменении тарифа заставили его позвонить. Соответственно, при маршрутизации обращения должны быть проанализированы все активности клиента за определенный период. И сотрудник, с которым клиент будет общаться, должен обладать необходимой квалификацией, чтобы помочь. Я бы назвал это также ситуативным обслуживанием. Ну и в-третьих, это понимание пути клиента, так называемого Customer Journey. В каких точках и по каким вопросам клиент соприкасается с компанией, где какой опыт получает и почему переходит из одного канала в другой. Почему это важно? Потому что помогает понимать корневые причины поведения клиентов. Например, если после посещения сайта с продуктом большинство клиентов звонят, но не совершают покупку, значит, возможно, есть какая-то проблема с описанием или условия на сайте не соответствуют действительности. Также построение клиентского пути позволяет лучше управлять затратами компании, направляя клиентов из дорогих каналов в более дешевые. Здесь стоит сказать, что построение клиентского пути, безусловно, не ограничивается рамками только контактного центра, а также охватывает офлайн-точки продаж, сайт и многое-многое другое. Так почему же построение умной модели все еще тренд? С одной стороны, все больше компаний осваивают новые каналы. Например, e-commerce наращивает продажи в Instagram, девелоперы наладили маркетинг в мессенджерах, а банки запускают видеоформат для продажи сложных продуктов или в рамках концепции «Знай своего клиента». С другой стороны, очень много компаний только в середине пути миграции к новой модели. Зачастую это связано с тем, что исторически разные каналы строились на разных платформах.
Связанность между ними слабая, и переход к омни-модели от текущей архитектуры связан не только с большими финансовыми затратами, но и со сложностью модернизации и объединения IT-ландшафта. Иногда проще построить все с нуля, чем заниматься интеграцией и развитием легаси-систем. Мы наш новый мир построим, кто был ничем, то станет всем, как пелось 100 лет назад, правда, по другому поводу. Облачные технологии – это решения, которые компании разворачивают во внешних или собственных дата-центрах и предлагают использовать своим заказчикам на временной или постоянной основе. Недавно чикагская компания Avant Analytics выпустила отчет, посвященный использованию облачных технологий для организации клиентского обслуживания, где в качестве введения указывается, что на рынок колл-центров как услуга в настоящее время приходится более $3 миллиардов мировых продаж. При этом, по некоторым прогнозам, объем продаж достигнет $10,5 миллиардов в 2027 году. Чаще всего упоминают следующие драйверы для использования облаков. Управление нагрузкой. Облачные решения можно легко наращивать и уменьшать в зависимости от количества необходимых агентских мест и каналов. Они также предлагают прозрачность цен с моделью оплаты по мере использования и возможностью добавления новой функциональности по мере необходимости. Полный pay as you go, как говорится. Использование удаленных рабочих мест. Не все контактные центры оказались готовы к переходу на удаленку. Облака помогли быстро и безопасно создавать инфраструктуру для удаленных команд без потери функциональности. Использование новых технологий. Не секрет, что запуск нового функционала – это зачастую полноценный проект с длительным сроком реализации, многими согласованиями, поиском финансирования, тестированием решения и запуском в продакшн. Иногда к моменту окончания проекта он уже теряет актуальность, потому что слишком все быстро меняется. Облака предоставляют доступ к новым технологиям гораздо быстрее и по опексной модели, что позволяет быстро тестировать гипотезы, создавать прототипы продуктов, подключать новые каналы обслуживания, роботов или, например, быстрее перейти к омниканальной модели, о которой мы поговорили выше. Все вышесказанное не означает полного перехода контактных центров в клауд. Аналитики сходятся во мнении, что в ближайшие годы будет преобладать гибридная модель из on-prem и SaaS решений. Тренд подтверждает и то, что лидеры рынков, такие как Avaya, Genesys и Cisco, переходят на SaaS-модель дистрибуции своих решений и активно переводят инсталляции своих клиентов в облака. Кроме того, судя по новостям, бизнес облачных провайдеров колл-центровых решений, таких как Talkdesk и VoxImplant, стремительно растет на протяжении последних нескольких лет. А что там с безопасностью, спросите вы? Ведь облака – это для небольших компаний и стартапов. И вообще страшненько. Уже давно нет. Безусловно, госбанки и паблик пока более сдержаны, но даже они видят выгоду в использовании облаков. Поэтому появляются такие проекты, как Гособлако от Минцифры или G-Cloud, сверхзащищенное облако от Яндекса для государственных учреждений. В консервативной Европе все тоже обстоит неплохо. Заказчики гораздо толерантнее стали относиться к облакам, если они размещены в дата-центрах Google или Amazon. Заказчики верят, что это обеспечит должный уровень доступности данных и соблюдение всех нормативов безопасности, таких как PCI DSS и GDPR. Пожелаем им в этом удачи, как говорится. Переход от аутсорсинга к аутстаффингу. О чем вообще речь, спросит большинство зрителей, и будут по-своему правы. Тренд поначалу кажется не очень очевидным, и про него не очень много говорят. В России исторически сложился большой рынок аутсорсинговых контактных центров, на котором доминируют такие компании, как Teleperformance, Voxis, а количество компаний поменьше превышает несколько сотен. Они представляют свои услуги банкам, страховым компаниям, телеком-провайдерам, рознице, на самом деле всем предоставляют. Объем звонков, которые обслуживают внешние подрядчики-аутсорсеры, могут доходить до 50%. Таким образом, каждый второй звонок может происходить за периметром компании, и это влечет некоторые неудобства. Во-первых, очень сложно контролировать качество. Безусловно, аутсорсеры занимаются этим самостоятельно и передают все записи заказчикам, но, как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай сам. К тому же компании-заказчики в любом случае содержат свои прокачанные отделы по контролю качества для собственных нужд. Почему бы им не контролировать и внешних операторов? Во-вторых, тяжело сопоставлять и анализировать данные, полученные из разных источников, собственного и внешнего контактных центров. Никакого тебе customer journey, единой аналитики, да и опыт, полученный клиентом в разных контактных центрах, может сильно отличаться, хотя клиент уверен, что он общается с одной и той же компанией. И в-третьих, иногда один звонок может несколько раз переключаться между аутсорсером и заказчиком, образуя петли трафика, генерируя дополнительные расходы и окончательно запутывая клиентов. А что если таких внешних подрядчиков несколько? Тогда все описанные проблемы можно смело умножать на это количество. Так что же придумали британские ученые? Они предложили сотрудников внешней компании подключить IT-платформе заказчика
и включить во все бизнес-процессы, как будто это собственные сотрудники. Результат впечатлил. Внешним сотрудникам стала доступна вся функциональность in-house контактного центра. Ими стало проще управлять, контролировать качество, да обучать, а клиентские данные стали в полном объеме попадать во все системы, образуя целостную картину всех коммуникаций. Ну классно же. А в чем же подвох, спросите вы? Почему все еще так не сделали? Есть несколько факторов, сдерживающих данный тренд. Во-первых, расширить свою IT-платформу на 30-50, а зачастую и больше процентов недешево. Но тут на помощь снова приходят облака. С помощью облака можно быстро протестировать новую модель сотрудничества и, если все так хорошо, как описано, осуществить туда миграцию всех внешних, а впоследствии, возможно, и внутренних сотрудников. Причем все вышеописанное не ограничивается только звонками. По такой же схеме могут работать и операторы текстовых каналов, видео, а также службы дистанционных продаж и взыскания. Второй сдерживающий фактор. Сами аутсорсеры не спешат предлагать новую модель сотрудничества, потому что также инвестируют в технологии, и их тоже необходимо окупать. А в-третьих, при организации такого сотрудничества не последнюю роль играют вопросы безопасности. Теперь давайте подытожим все технологические тренды, которые компании планируют использовать в 2022 году, чтобы клиенты стали хоть чуточку счастливее. Первое. Использование искусственного интеллекта для переезда с кнопочного IVR на голосовой, создание голосовых и текстовых ботов, аналитики содержимого 100% голосовых и текстовых коммуникаций. Второе. Переход на омниканальную модель обслуживания. Третье. Использование облачных технологий и рабочих мест. И четвертое. Переход от аутсорсинга контактного центра к аутстаффингу операторов. Ну что ж, друзья, это были Happy Customers. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу услышанного. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Дизлайки же YouTube все равно отключил. И до новых встреч. Пока!